В небольшом исследовательском центре в Колорадо-Спрингс, где разрабатывались прототипы для армейской связи, персонал привык к рутине: белые халаты, графики, отчеты. Среди этой строгости незаметно двигалась женщина в серой униформе с тележкой для уборки. Ее звали Марта. Ей было чуть за 40. Она была вежлива, молчалива и появлялась как тень тогда, когда никто не смотрел. Сотрудники не обращали на нее внимания. Для них она была просто уборщицей. Иногда кто-то ронял замечания в ее адрес, не со злобой, а скорее с пренебрежением. «Марта, тряпку принеси, осторожно, здесь не стой». Она не реагировала, просто работала. Однажды в центр приехал генерал армии США Джордж Хантли, чтобы лично ознакомиться с проектом перевода и дешифровки радиоперехватов. Исследователи приготовили презентации, отчеты, цифры. Но в демонстрации произошел сбой, автоматический переводчик спутал арабский диалект и перевел фразу как бессмысленный набор слов. Генерал нахмурился. Тишина повисла в зале. И вдруг с дальнего угла, откуда никто не ждал, раздался голос Марты. Она мягко, но уверенно произнесла правильный перевод фразы. Все обернулись. «Простите», — сказала она спокойно, — «это йеменский диалект. Ваш переводчик спутал его с египетским». Генерал прищурился. Он задал ей вопрос на французском. Она ответила свободно. Затем на немецком. Марта отвечала с безупречным акцентом. Русский, турецкий, хинди, японский, фарси. Всего 9 языков. И на каждом она говорила так, будто это ее родной. Оказалось, Марта была бывшим лингвистом и криптоаналитиком, работавшим когда-то на разведку, но ушла из-за трагедии в семье и больше не возвращалась к прежней карьере. Работа уборщицей стала ее способом оставаться в тени и не привлекать внимания. Генерал был поражен. В тот же день он распорядился немедленно пересмотреть ее статус и включить в специальную группу лингвистического анализа. С тех пор Марта больше не мыла полы, она сидела за круглым столом с офицерами и экспертами. А сотрудники центра, которые раньше не замечали ее, теперь каждый раз останавливались, увидев ее в коридоре не из страха, а с уважением. Потому что они поняли, иногда гений прячется за самой простой униформой.